Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня хочу сделать для вас расклад на тему, как он будет вести себя, если вы уйдете, и боится ли он вообще вас потерять. Ну и заодно, конечно, посмотрим его отношение к вам. Использовать буду колоду «Темный особняк». Вам необходимо сконцентрировать ваше внимание на вашем мужчине. Визуализируйте его, назовите его имя. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты каждого, кто присылает мне такие бесценные подарки. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии теплые, за любой из способов поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Итак, расклад. Боится ли он вас потерять? Что он будет делать, если вы уйдете или если вы вообще расстанетесь? Начинаем наш расклад. Смотрим сначала, как всегда, дно колоды. Пара. Здесь у нас изображена счастливая пара. Им хорошо вместе. Им просто вау, как круто вместе. Значит, такие моменты, по крайней мере, были в ваших отношениях. Возможно, они остаются и сейчас для многих из вас. Вас показывают парой. И отношения очень страстные, очень яркие, я бы даже сказала. Сексуальный подтекст здесь очень-очень серьезный. Ну, конечно, и эмоций очень много. Кстати, смотрите, люди на вас смотрят и рукоплещут. То есть, если ваши отношения не тайные, то люди вокруг, глядя на вас, сказали бы: да, это настоящая пара, они подходят друг другу по всем параметрам, это счастливая пара. Если отношения тайные, значит, выйдя на открытый уровень, другие люди, глядя на вас, могли бы сказать так: ну, в общем, вы, конечно, пара, и отношения очень яркие. По крайней мере, были, возможно, остаются и сейчас. Давайте теперь посмотрим, а что за мужчина к нам пришел, как нам его покажут. Ух ты, рыцарь жезлов. Угу. Здесь есть некое такое противоречие, знаете почему? Потому что мужчину показывают огненных энергий, такой яркий, активный, страстный, если что-то захотел, будет любыми способами добиваться. Мужчина четких, ясных таких решений. Вроде бы как, смотрите-ка, меч какой у нас вышел, здесь туз мечей. Он может быть таким человеком, который имеет свою точку зрения на все, и очень сложно его с этой точки зрения, так сказать, в сторону вообще каким-то образом развернуть. То есть очень сложно этому человеку доказать что-либо. Здесь вот такой человек. Если что-то уже себе в голову вбил, или если какое-то мнение он имеет, то все, бесполезно тут с этим товарищем вообще работать, так сказать, над изменением его точки зрения, его позиции. В то же время этот мужчина может становиться настоящим маленьким мальчиком и таким, знаете, как бы описать правильнее вам. Ну, с такими вот ангельскими глазками. Посмотрите, как здесь мальчик у тетеньки берет, у девушки, у женщины берет, протягивает свои ручки и берет монеточки. То есть, когда ему нужно, он может превращаться в этого мальчика. Возможно, он и с вами так себя вел. Становился милым, нежным, наивным таким мальчишечкой, которому ну как не дать, как не подать этот пентаклик. То есть в нужных ситуациях этот человек со своей четкой позицией, со своим вот таким крепким огненным характером, он может превращаться в этого мальчика, когда ему что-то нужно. Вполне возможно, с вами было точно так же. Причем, смотрите, она отдает свои пентакли ему, у него уже 3, она отдает ему 4, а у нее всего 6. И вот дальше он у нее выклинчит и остальные. То есть у нее сумочка останется пустой, а мальчик заберет себе все 6 пентаклей. То есть здесь вот так. Этот мужчина в разных ситуациях может вести себя по-разному и проявлять себя по-разному. Когда-то быть вот таким крутым мачо, прям такой, все ему по силам, все ему нипочем. А когда-то превращаться в такого мальчика, которому ну как не дать эту денежку? Ну, конечно, вы дадите ему эту денежку. Он же на вас смотрит такими ангельскими глазками. Ему эта денежка, ох, как нужна, гораздо больше, чем вам. И имеется в виду не материальные средства как таковые, а вообще все что угодно. Любой ваш ресурс. Он может у вас выклинчить, глядя на вас этими ангельскими глазками. Естественно, это все образно говоря, но я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь на самом деле.
Его отношение к вам сейчас. Ну, такое достаточно потребительская такая энергетика вышла. С одной стороны, может казаться самостоятельным и таким ни в чем не нуждающимся. С другой стороны, когда ему надо, сделает все для того, чтобы получить то, что ему нужно. Отношение к вам. Ну, вы как ангел для него, хранитель. Отношение к вам, он считает вас своим талисманом в жизни, своим ангелом-хранителем. Вы та женщина, с которой ему по-настоящему хорошо. Он прям ощущает счастье, когда рядом с вами, умиротворение. Гармония наступает в его сердце, в его душе, когда вы рядом. Вот такое отношение к вам. Еще давайте посмотрим это отношение. Ну, еще и тройка кубков. Ну, что могу сказать? Здесь мужчина, который может позволять, к сожалению, себе или легкомысленное поведение несколько поверхностное, вам недостаточно его серьезных энергий. Вам недостаточно серьезного его отношения к себе. Или же, возможно, к сожалению, к большому, но могут присутствовать другие лица. Либо женщина, здесь есть еще в этой истории, видите, здесь третий явно, и он лишний, и это женщина. Или же на него могут оказывать влияние другие люди. То есть ему с вами хорошо, ему действительно с вами здорово, ему великолепно с вами. Но какое-то лицо третье здесь присутствующее явно ничего хорошего в ваши отношения не привносит. Плюс к этому, вернее не плюс к этому, а независимо от этого, если нет треугольника, если нет влияния других людей, а для большинства это так, то мужчина может несколько легкомысленно к вам относиться. Несколько поверхностно. Для многих из вас ему хотелось бы просто легких отношений, ни к чему не обязывающих. Если это ваш муж, значит, он все равно несколько поверхностно, легкомысленно к вам относится. Хотя вообще, конечно, эмоционально его очень к вам тянет, ему очень с вами хорошо. А чувства? Давайте чувства теперь еще спросим. Какие чувства? Ну, как-то вы ему вышли сейчас королевой мечей. Чувство-то, может быть, у него и есть к вам, судя по тому, что я до этого увидела. Но у вас позиция сейчас достаточно жесткая, достаточно холодная. Кстати, по королеве мечей очень... Ну, он любит вас. Здесь есть чувство, безусловно. По королеве мечей женщины бывают, знаете, в каком мужчине? У мужчины в голове статусе. Сначала вы любимая, романтичная, влюбленная, затем вы становитесь страстными любовниками, а королева мечей, когда вы уже прошли все эти этапы, и вы или становитесь ему по-настоящему родным человеком, на которого можно положиться, опереться, или же здесь речь идет о том, что как-то уже подохладели чувства, подохладели эмоции, и вы, уже не такая наивная девочка, как королева кубков в прошлом, видите уже и минусы, и в ваших отношениях, я имею в виду, и его минусы в том числе, его промахи, его, возможно, неправильные поступки. Делаете здравый анализ и, возможно, даже ему об этом говорите. Чувство к вам, если чувство однозначно. Вы пара с ним, и здесь есть для многих из вас даже любовь. Ну, такая любовь, на какую мужчина способен. Я повторяю это очень часто, что надо понимать, что каждый человек, каждый из нас способен на свою меру любви. Есть, к сожалению, различные психические нарушения, которые дают человеку спокойно вести социальную жизнь, и он не считается психом, и ему не нужно в психушку обращаться за лечением. Однако же, этот человек не способен любить, сочувствовать, соболезновать и так далее, иметь глубокие привязанности, ну, например, нарциссическое расстройство личности, если мы будем рассматривать. Так вот, но даже и нарцисс по-своему может любить, то есть влюбляться на первых этапах отношений, испытывать эмоциональные взлеты. Вот. Если человек здоров психически, если все в порядке, то тоже он все равно на свою меру любви способен, в зависимости от его воспитания, социальных условий, в которых он вырос и так далее. Поэтому вот если брать этого мужчину, можно сказать, что да, он вас любит. Да, вы для него загадка, вы для него никогда не станете прочитанной книгой. Он страничку за страничкой, с большим трудом открывая вас как огромную такую книгу, очень красивую и очень богатую, наполненную разными энергиями, разными знаниями. Он по одной страничке еле-еле там у вас выпрашивает, чтобы эту страничку прочитать. Вот такое у него ощущение от отношений с вами, эмоции к вам. Есть ли эмоции? Да, есть. Но он считает, что вы сейчас в достаточно такой позиции стоите жесткой. Вы королева мечей. Вы не расплываетесь сейчас в эмоциях и не растворяетесь в нем, как сахар в чае. Вот так. Он боится вас потерять? Давайте сразу спрашиваем вот так прямо. Боится ли?
Ну, во-первых, многие из вас уже могли уйти из отношений. Причем девушка, посмотрите. Здесь девушка со своим чемоданчиком, сундучком таким, саквояжиком. Со своим саквояжиком красненьким. Бросила кубки на берегу моря, океана и убегает. Она уходит. Все, ей надоело. Очень многие из вас уже могли это сделать, или же он понимает, что вы можете находиться на грани этого. В любой момент эта девушка может собрать свой саквояжик и пойти куда-то. Куда? Возможно, она сама не знает, но лишь бы уйти отсюда, потому что перестала это все ей приносить счастье. Боится ли потерять? Конечно, да. Потому что если вы ушли, он потерял почву под ногами. Вновь вы выходите парой. Кстати, многие из вас могут быть мужем и женой здесь, или же он вас может видеть как своей женой. Вы в одном доме, под одной крышей, вы счастливы вместе. В общем, знаете, если вы уйдете, он потеряет почву под ногами. Если вы уже ушли, знаете, что он потерял почву под ногами. Боится ли? Я не могу сказать, что прямо он этого боится, но он это поймет или уже понял, когда вы это сделаете. Саквояжик соберете и уйдете. Если уже ушли, значит уже понял. Все, зашаталась почва под его ногами. Хорошо, что он будет делать в том случае, если вы уйдете или вы ушли, чего можно от него ожидать дальше? Чего тут можно ожидать? Будет надеяться на восстановление отношений, на продолжение общения, отношений с вами. Будет думать, как бы правильно к вам подъехать, так сказать. Ага. Да. Смотрите, если вы уйдете или если вы уже ушли, в его душе начнут кипеть страсти. Во-первых, он почувствует, что земля уходит из-под ног. Нет уверенности в завтрашнем дне. И как будто у него забрали вообще из жизни, ну вот реально фундамент под его ногами, что-то очень-очень важное. И начнут бушевать в его душе разные горячие эмоции. Он поймет, что он дико, просто невероятно к вам привязан, и он вас терять не хочет. И вас надо возвращать любыми путями. Он может начать действовать не сразу, этот мужчина, не сразу. Он может выдержать паузу, потому что сам будет думать, а как бы правильно поступить, а правильно ли я балансирую на этом канате, а не упаду ли я, не свалюсь ли я, и не будет ли это выглядеть вообще как-то глупо. Но возвращать он вас будет хотеть. И более того, сначала он будет какие-то строить планы по этому поводу, а потом можно от него ожидать и действий. Он сам может пойти через некоторое время. Под воздействием аркана Дьявол, смотрите, какой здесь аркан интересный, под воздействием этих горячих эмоций, привязки к вам, любви, которая присутствует, эмоций однозначно они есть. Даже если сейчас кажется, что это уже ушло в прошлое, да, значит, они проснутся с новой силой в душе этого мужчины. И через некоторое время этот мужчина может предпринять самые для вас неожиданные действия для того, чтобы вас вернуть. Он готов даже засунуть подальше свою гордость. Он готов даже закрыть глаза на какие-то вещи, которые его не устраивают. Он готов даже забыть о своей гордости, вот реально. Для того, чтобы взять этот кубок любви, эмоций и пойти с вами на примирение. Но здесь, знаете, не из-за того, что он такой хороший, такой мудрый, так вас любит, да, ну по-своему любит, эмоции есть. Но самое главное, это то, что он потеряет вообще как бы стержень, основу в жизни. У него будет такое ощущение. И привязка по 15-му аркану, она просто не будет давать ему покоя. Вы будете ему сниться, он будет в каждой женщине, похожей чем-то на вас, фигурой, волосами, образом, он будет видеть вас, он будет искать прям глазами в толпе, а где же вы? Он будет думать о вас постоянно, у него будет все время тянуться рука к телефону, чтобы вам что-то написать. В общем, здесь ситуация такая, его колбасить будет не по-детски. Если вы уже ушли, то значит прямо сейчас это с ним происходит. Мужчина находится вот в таких энергиях, как я вам сейчас описала. Если же уйдете, значит через некоторое время он в таких энергиях окажется. Получается так, что он просто не выдержит влияния на него 15-го аркана. И здесь сам мужчина пойдет на примирение. Для большинства из вас здесь будет так. Ну, давайте тогда спрошу, если вы уже ушли, и через некоторое время это чудо
Не в перьях, правда, но на белом коне. Оно явится к вам. Стоит ли его принимать? Принять его можно, да, но очень сдержанно. Вот, это как раз то, что я хотела сказать. То, что о чем я подумала, то мне и показали. Особенно, если это ваш муж. Если это ваш супруг, и что-то с вами произошло, или вы шли уже к моменту, к вопросу, уже обсуждали это создание семьи, если вы видели вместе будущее, а потом что-то произошло, все рухнуло, вы расстались. Если муж стоит, могу сказать, что да, и даже у вас есть мысли о том, что оно того стоит. Все-таки его простить, принять. Я уж не знаю, у кого какая ситуация, у вас у всех разные ситуации. Но если это ваш муж, то да. И еще, если у вас остались чувства к этому мужчине, несмотря ни на что, несмотря на все проблемы, которые между вами были, и вы хотите выйти за него замуж, вы хотите быть с ним вместе дальше. Или восстановить отношения в том случае, если это ваш муж, или хотите с ним быть дальше. Ну вот хотите, сердцу уже не прикажешь, то да, действительно стоит. Но с одним очень важным уточнением. Я вам сейчас расскажу, каким. Аркан Башня и Аркан Шут. По тому сценарию, по которому развивались ваши отношения раньше, вам быть вместе уже невозможно. Здесь надо полностью рушить все, что было до этого, то есть забывать, отпускать в прошлое то, что было раньше. Не забывать, но отпускать в прошлое. Забывать, наверное, не нужно по той причине, что чтобы не повторять тех же ошибок. Но как бы полностью перечеркивать тот сценарий, по которому вы были с ним раньше, и начинать с чистого листа. И вот этот момент с ним нужно обсудить. То есть если он хочет быть с вами дальше, то все должно быть по-другому. Все должно быть по новому сценарию. Все должно быть не просто с чистого листа, а с чистых энергий начинать. И здесь даже я не скажу, что условия вам нужно ставить, но вам обоим нужно четко обсудить, что можно, что нельзя, чего вы хотите от этих отношений, друг от друга, чего вы хотите. И действительно, забыв друг другу обиды, отпустив в прошлое все то, что было раньше, взявшись за руки, идти вперед. В том случае, если вы хотите с этим человеком продолжать отношения. Естественно, если вы уже поставили точку, закрыли эти отношения, то значит правильно сделали, и дай бог вам счастья в дальнейшем. В новый счастливый путь. Такой получился расклад. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.